Всем привет, меня зовут Веруша, и сегодня я буду говорить о судьбе женщин, ушедших или бросивших своих мужчин, мужей, что ожидает после такого поступка бывшую. И, как правило, женщины начинают кусать локти, понимать, что они лучше не встретили. И я это видео записываю с предупреждением женщин о том, чтобы они остановились и не делали опрометчивых, резких, скажем так, движений, потому что этим поступком можно разрушить не только свою судьбу и жизнь, но и жизнь мужчины, близких людей, в том числе ребенка, если речь идет о том, что женщина осталась одна с ребенком. Ну и когда женщина уходит от кого-то, то она может быть потенциально в поиске уже следующего мужчины, вот этого вот обеспечена, как мужчины сами говорят, да, вот этого вот олененка, я так мягко, чтобы не обидеть, скажу. И сейчас не так часто поднимается тема того, что у женщины прибавляется количество мужчин в ее жизни, что раньше не красило женщину и даже так стыдились этого. Почему женщины бросают мужчин? Каковы причины? Действительно ли это весомые аргументы для того, чтобы расстаться? Но мужчины знают одно: после такого предательства женщины и ее поступка, что уважение и доверия больше она никогда от него не получит. Еще надо отметить, что уважающий себя мужчина, самодостаточный мужчина, он не вернет такую женщину, он не позволит женщине такой вернуться и правильно сделает. В общем, сегодня я буду говорить об этой теме. Счастье — это иллюзия, о которой разбиваются миллиарды сердец людских на планете. Помните старуху из Иргиль Максима Горького, которая уже в старости рассказывала свои любовные истории? Сначала ей надоедали мужчины, потом она надоедала, ну а потом она уже встретила настоящую любовь, и там были какие-то поучительные такие моменты. И вот она говорила про бывших. Никогда не видитесь с теми, с кого раньше любили. Это все равно, что встреча с покойником. Вот так она говорила. Но сюда также можно добавить: дважды в одну реку лучше не входить. Это очень актуальная фраза, потому что часто люди подтверждают то, что действительно уже разбитую вазу не склеишь. Есть такая пословица: черного кобеля не отмыть допила. Что она означает? Это означает, что можно все забыть, что было в прошлом, приложить немало усилий и постараться выстроить что-то новое. Но часто случается так, что все это бесполезно, неисправимое не исправить. И если человек совершил какой-то некрасивый и неправильный поступок, вот этот предательский, то, скорее всего, он еще раз это и не еще раз это также сделает. Ну а женщины действуют по принципу пословицы «сдохла лошадь, слезься». Что она означает? Она означает, что если что-то не работает, то поменяй это. Вот женщины и меняют. И вообще я, когда стала разбираться, почему женщины бросают мужчин, ну там разное. Там кому-то не хватает эмоций, сначала все было хорошо, потом не очень. Потом с кем-то стало скучно, и мужчина сошел с дистанции, он не может уже дать ту жизнь, которую женщина хочет, и женщина себе вселяет в голову уверенность, что она найдет лучший мужчину, вот это вот перебирание может происходить. И я читала историю женщины, которая на третьем ребенке сломалась, что называется, и бросила мужчину, причем с некой такой бравадой, что он думал, что я буду прикреплена к нему, что я никуда не денусь, вот, значит, ушла в никуда, не побоялась. И вот я думаю,
какова судьба потом этих детей, женщины этой, которая уже будет встречать мужчину, говоря этому мужчине, что у нее 3 детей, и, ну, конечно, это все тоже непростая история. И вот кому она хорошо сделала? Ну, если только вот себе, там, своему вот этому ощущению, что она права оказалась, или я не знаю, насколько могло быть невыносимо с мужчиной, но с другой стороны, если бы было невыносимо, зачем тогда 3 детей? Надо было тогда на первом остановиться. Женщина просто наживает себе, и не только себе, большие проблемы. Вообще есть карма, причинно-следственная связь. Ты что-то сделал, ты получил это в ответ. И если ты бросаешь, соответственно, и тебя потом бросят. Часто такое происходит. И это может только потом прийти осознание, за что ты это получил, а этот бумеранг, он сработал. И карма есть как раз поступков, да, то есть не делай людям то, что ты не хочешь получить себе. Поступай с людьми так, как ты бы хотел, чтобы люди поступали с тобой. Карма наших мыслей, как мы мыслим, то нам возвращается. Или если мы думаем плохо о других людях, то это тоже нам будет возвращаться. И карма действий, то есть что мы будем делать, то мы и будем получать. История мужчины, которого бросила 2 его жены. Первая жена бросила, потому что хотела занять роль лидера она, и он не позволил этого сделать, и, соответственно, они разошлись. А вторая жена, там какая-то история была с тем, что у нее не было папы, и она, в принципе, не знала, что такое уважать мужчину в семье. Ну и по этому поводу у них всегда были разногласия. И какой он сделал, заключил вывод для себя, что вот на свете появилось на двух одиноких женщин еще больше. То есть прошло очень много времени спустя развода. Эти женщины так и не смогли построить свою жизнь, потому что от себя ты не убежишь. Ты можешь сменить страну, можешь куда-то, не знаю, там уехать в самое желанное место твое, купить себе что-то. Но если ты не поменялся сам внутри, и какой бы ни был в дальнейшем мужчина в твоей жизни, с каким бы, не знаю, монашеским, буддийским спокойствием, если ты постоянно выносила мозг мужчине, то ты, скорее всего, продолжишь это делать дальше, потому что работа над ошибками не будет произведена, когда женщина ищет причину не в себе, а причину в том, что мужчина плохой. Я общаюсь с женщинами периодически, часто слышу о том, что мужчины плохие, мужчин нормальных не осталось и так далее. Вот хочется сказать, это рядом с вами не осталось, понимаете? Мужчин прекрасных на свете очень много. Просто почему-то рядом с вами их нету. Надо задать вопрос, почему. Вот это уже история поучительная от женщины, которая очень сильно пожалела о своем поступке. И вот что ожидает. И это очень много таких женщин сталкиваются с этим. Она любила мужчину, вышла за него замуж, спустя время встретила другого. С тем развелась, бросила его. И от этого уже следующего мужчины родила ребенка. Ну и, что называется, понеслось. И этот мужчина отказался от нее,
собственно, вот это наглядный пример, когда ты бросаешь и тебя бросают. Только тебя могут бросить еще жестче. И, скорее всего, именно так и будет происходить. Потому что до некоторых людей достучаться можно только так. И я уж не знаю, как там это сверху работает, но как-то работает. И чтобы человеку показать, что так делать нельзя, вот ему дают вот это вот испытание. И, значит, он отказался не только от нее, но он отказался и от ребенка. То есть она вообще совершенно не понимала, там, как жить дальше. Тяжело, денег не хватает и ни на себя, ни на ребенка. Потом встретила своего бывшего мужчину. Как правило, тоже часто такое бывает. Мужчины это тоже прекрасно, у него всю жизнь случилось, замечательная женщина рядом с ним, и вот они, что называется, по душам начали разговаривать, и он ей говорит так по-человечески и по-мудрому, что ну вот ты посмотри, как ты разрушила свою жизнь и судьбу вот просто сама. И тут она заключила, что действительно, во-первых, она стала жалеть, что она бросила своего бывшего мужчину, потому что, ну, конечно, поняла, что на самом деле были хорошие отношения, и он как и был хорошим, так и остался хорошим, только уже у него у самого сердце занято, своя семья, своя жизнь, и, конечно, то есть все пределы, что называется, она уже, в общем-то, нет. И так и называет свою жизнь просто ужасно испорченной. И сделала вывод, что не делай того, что не хочешь получить в ответ. И так она и говорила о том, что я убеждена после этого, что свои поступки нужно очень хорошо обдумывать. Женщины сталкиваются с иллюзиями, что если они бросят мужчину, то их жизнь будет счастливее и лучше. Лучше поблагодарить за то, что у тебя есть человек в жизни, ценить его, и если наступают какие-то трудности, то их совместно решать. Всем спасибо большое за внимание, увидимся когда-нибудь, до новых встреч, пока!